Всем привет! Заканчиваю работу над ремнем и хочу показать, как я для своих изделий делаю тренчики. В общем, у нас после того, как мы укорачиваем ременную полосу под размеры заказчика, часто остаются вот такие вот обрезки. С этого обрезка я и делаю, по сути, тренчик. Что для этого нужно? Ширина этой полосы 4 сантиметра. Я ее делю не пополам, а одна полосочка получается 1,5 сантиметра, вторая 2,5. Потом объясню, зачем я это делаю. В общем, и ремнерезом я делю эту полосу. Вот таким вот образом. Как измерить нужную длину ременной полосы для тренчика? Я это все просто высчитываю, и получается более-менее правильно. То есть ни разу еще такого сильного промаха не было. Выходит у нас вот здесь 40 мм полоса шириной, да, и где-то 3,5-4 мм размер торца. Когда у нас ремень будет сложен, получается у нас будет 2 ременных полосы вот так вот сложены. То есть это будет 4 торца и 2 ширины ременной полосы. То есть в сумме выходит где-то 40 плюс 40 80, и здесь 4 4 16, то есть выходит где-то 96 миллиметров. Это вот будет обхват этих двух полос, плюс я еще сантиметр набрасываю на то, что кожа при загибе она не будет плотно сюда прилегать, то есть есть определенный радиус, по которому она будет загибаться. И выходит в итоге, что нам нужна полоска где-то 10,6, то есть 106 миллиметров. Очень удобный вот этот коврик тем, что можно не пользоваться линейкой. И, к примеру, вот таким вот образом вот с одной стороны, и уже отсюда нам нужно отмерить от этого края 10,5 сантиметров. Вот здесь будет 10,5. Давайте вот так, чтобы мне было удобнее резать. Так, 2, 4, 6, 8, 10,5. Берем чуть больше, где-то 10,6, чтобы получалось. И отрезаем эти полосы. Все, у нас выходит 2 полоски для тренчика. Дальше я снимаю фаски. Предварительно эта полоска, она уже обработана химией, так же как и сама ременная полоса. Поэтому нам уже дорабатывать саму кожу на тренчиках не нужно. Просто нужно заполировать торцы. Дальше я ставлю сюда тиснением, в общем, такое клеймо. И оно как раз вот, гармонично вписывается, если здесь полоска 2,5 сантиметра. А это у нас будет идти запряжкой. То есть она такая, для меня она несет второстепенное значение. То есть 1,5 сантиметра здесь вполне достаточно. Торцы заполировал, вскрыл финишем, поставил оттиск.
повторно нанес финиш еще раз, потому что кожа первый слой достаточно сильно впитала и был такой матовый эффект. Вот, добавил немножко глянца. И теперь уже перейдем к сшиванию этого тренчика. То есть я тренчики сшиваю торец в торец. Вот таким вот образом. То есть без различных подрезаний. У меня не получается равномерно срезать. То есть мне не нравится такой вариант, когда подрезают, потом накладывают. Допустим, здесь на заклепки садят или на скобы. В общем, мне вот такой вариант больше нравится. Что для этого нужно? Делаем разметку. Беру пробойник. Тренчики обычно пробиваю таким вот пробойником с двумя зубами. То есть он удобен. От края делаем, в общем, очерчиваем линию самого шва. И потом вот таким вот образом, то есть намечаю сейчас и с этой стороны, и этот также здесь и здесь. И потом начинаю, вот делаю отступ с этой стороны, точка, и от точки еще одно отверстие. И с другой стороны ставлю точку, и вот так вот. И с этой стороны точку, отверстие, еще раз и еще раз. Получается вот такая вот разметка под шов. Здесь делаю все немножко проще, просто на глаз стараюсь, чтобы было равномерное расстояние, одинаково вот с этих сторон. И все, как раз этот пробойник, он помогает нам в этом. То есть, если было в пробойнике больше зубов, то при оттисках они вот здесь повреждают нам краешки, уже могут поцарапать, в общем, торец. Теперь пробиваем и уже переходим к сшиванию. В общем, получилось после пробивания, получается такой результат. Значит, с двух сторон по 4 отверстия. Для сшивания беру вощеную нить. Для большого, для широкого тренчика где-то 40 сантиметров нитки. Для того, чтобы поуже, где-то 30. Нитку я уже отрезал. Сейчас покажу. Еще интересный увидел способ в интернете, как, в общем, продевать нитку в иголку и, в общем, вот здесь фиксировать, чтобы кончик при сшивании не выходил с иголки. Делают вот так вот. В общем, продевают один раз, второй раз и третий. Продели, затянули. Вот так с двух краев. Как бы проверял. В принципе, если шить недолго, то это нормальный вариант. Единственное, что бывает вот здесь просто эта нить, она как бы создает такое утолщение, и сложно, к примеру, делать обратный шов. А так более-менее подходит. В общем, тренчик я сшиваю вот в таком вот положении, то есть в руках. Что делаем? Продеваем в первое отверстие и вот так вот насквозь, в общем, пропускаем эту нить. Дальше вот, перекидываем иголку вот таким вот образом. Так. А эту на другую сторону перекидываем. И вот таким вот образом просто иглы выравниваем.
И вот здесь вот немножко затягиваем таким. Потом, в общем, тут возможно два варианта. То есть тот, который я делаю, получается, что вот здесь шел просто такие прямые линии из ниток, а крестик получается внутри. То есть я не знаю, как показать, чтобы было видно. В общем, внутри мы теперь продеваем эти иглы в следующее отверстие. Здесь не так удобно. И делаем то же самое, то есть перекидываем нить. Я обычно делаю так вот: перекидываю нить, запускаю в это отверстие и сразу по диагонали пускаю вот в следующее. Вот так вот. Раз. И затягиваю. У нас с этой стороны получилось. И потом то же самое делаю с другой иголкой. То есть запускаю в одну сторону и по диагонали вот сюда. И у нас получается вот такой вот шов. То есть можно делать наоборот, чтобы, к примеру, сверху был крестик вот здесь, а внутри самого тренчика были вот такие вот линии. Но мне нравится, более необычно смотрится, когда именно вот так вот сшито. Так. Шов заканчиваем внутри. То есть вот дошили, получается у нас 4 линии таких, нитки выходят внутрь. Тогда я вот так вот их выравниваю. И вот здесь забыл шило. В общем, обычно я шилом поддеваю вот эти вот нитки и немножко подтягиваю нить от крайнего к тем вот к последним сюда. И здесь уже затягиваю этими двумя кончиками. То есть результат у нас получается вот такой. Заканчиваю, в принципе, вот так вот двойной узел. Вот. Затянули хорошенько. Потом перекидываю нить вот сюда. Вот таким вот образом. И здесь срезаю. И у нас остаются вот таких вот два кончика, которые мы потом берем и обжигаем. Ай, в перчатках не то. В общем, здесь выходит шов, как бы окончание. Наружу никаких узлов, ничего нету. И получается такой тренчик. Также делаем и второй, тот, что поменьше. Конечный результат выглядит вот таким вот образом. То есть этот узкий тренчик, он идет с запряжкой. Вот я его вшил так. Сюда вкрутил ременные винты вот эти. Обычно ставлю сюда хольнитены, но вдруг заказчику что-то не понравится, то эти винты проще выкрутить, к примеру, и вшить другую пряжку. Вот. Ну, этот тренчик, он надевается следующим образом. Вот. И вот сюда.
так вот выглядит конечное изделие. Этот узкий можно сшивать, в принципе, любым способом, потому что здесь он закрывается, и этого всего не видно. Ну а широкий здесь как раз важен этот шов. Выглядит довольно красиво, интересно, ну и будет это все качественно, надежно держать. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.